Приветствую, друзья! Решив закрепить успех Timeless, компания 7 Гц выпустила новые планарные внутриканальные наушники Solnots Dioka. Всего сейчас существует две разновидности этой модели. Одна была полностью разработана специалистами 7 Гц, а ко второй успел приложить руку англоязычный блогер Кринекл. Разница между ними, на мой взгляд, исчезающе мала. Тем же, кому нечаянно попадется ранняя ревизия, бесплатно дошлют сменный фильтр и инструмент по его установке. Мне, можно сказать, повезло, так что сегодня мы подробно рассмотрим реализацию с теми самыми рекомендациями от блогера Кринекл. Хотя я бы всяких этих блогеров на пушечный выстрел к тематике звука не подпускал. В любом случае, это крутейшие магнитопланарные наушники с популярной сегодня хармоновской настройкой и очень привлекательным внешним видом. Собственно, поехали! Пришла модель в небольшой такой картонной коробке с изображением героев обзора, непонятным мне логотипом Solnots и наименованием модели. По характеристикам имеем 14,6 мм магнитопланарный излучатель с чувствительностью 106 дБ и импедансом 16 Ом. Но обманываться, друзья, не стоит. Данный тип излучателя требует довольно солидный такой уровень усиления. Внутри, практически в габариты коробки, находим большой такой плотный бокс из кожзаменителя. Выглядит он просто потрясающе и обязательно пригодится в хозяйстве. А уже в нем я нашел инструкцию по эксплуатации, карточку с характеристиками и набор вот таких вот цветных силиконовых амбушюр разного типа и размера. Всего бы я их разделил на три типа. Прозрачные, те, что уже шли на наушниках, и разноцветные с плотным и гибким сердечником. Жаль, первых только лишь один размер. Они вот мне показались самыми интересными. Лично мне ничего из набора, друзья, не подошло, так что призываю и вас приобретать себе набор насадок. КБИР 07 выручают очень часто. Кабель выглядит солидно, витой, плотный, с довольно гибкими заушинами из термоусадки и соединением на вилочных коннекторах 0,78 мм. Аппаратура показала сопротивление каждой из его жил равной 0,233 Ома. Не рекорд, конечно, но вполне достойный результат. Сами чашечки, как обычно у таких крупных драйверов, весьма габаритные, сядут, наверное, не в каждое ухо. С внутренней части здесь находится одно компенсационное отверстие, а ближе к торцу еще три, вероятно, для вентиляции. Звуковод вполне стандартный, с выступом для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой на клею. Форма модели, конечно, просто невероятно футуристическая, мне очень нравится. Ну а внешняя часть так вообще превращает наушники в эдакий элемент стиля. Внимание от прохожих вам с ними точно обеспечено. Мне они сели прекрасно, звукоизоляция в норме. В общем, я доволен. Кстати, дал попробовать еще нескольким людям, в том числе и девушкам. Вопросов с посадкой, на удивление, ни у кого не возникло. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно продолжительный по длине импульс, незначительные расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие почти 1,5%, что чуть выше нормы. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует примерно 78 и 98 миллисекундам с небольшими возмущениями в нижней половине спектра. Разница между амбушюрами, как видите, присутствует, но на уровне погрешности. Кстати, замер на прозрачных насадках полностью совпал с результатом у тех, что с гибким сердечником. Где АЧХ имеет подъем низких частот на 9 дБ с очень пологим таким заходом на середину. Затем идет аналогичная по амплитуде выделение области разборчивости. Заметный такой пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. И еще два акцента на области, именуемой бриллианс. На практике же это подсвечивает нам всякие тарелочки и затухание струнных инструментов. С графиками от производителя совпадение, на мой взгляд, можно сказать, максимальное. Что, собственно, и подтверждает, что у меня именно та самая ревизия с настройкой от Кринекл. Подача в Dioka по своему характеру мне показалась просто невероятно мягкой, естественной и мелодичной, что в совокупности с довольно четко прорисованными тембрами и превосходными по своей продолжительности и прозрачности затуханиями дает приятное такое очень лирическое звучание. Есть в этом, как говорится, свой особый кайф. Вокал немного приближен к слушателю, что придает голосу элемент интимности, а сцене ширины. Да и вообще все, что касается средних и высоких частот,
частот достойно просто высочайшей похвалы. Прекрасная детализация, телесность, четкость и выразительность всего хватает, и суммарно это звучит гораздо дороже той сотни долларов, что за них просят. У перкуссии всевозможных струнных инструментов наличие те самые приятные слуху, утонченные затухания, имеющие к тому же очень точную передачу тональности. Фортепиано на высоких регистрах ощущается целиком от удара молоточка и до непосредственно вибрации струн. При этом у средних частот достаточно собственной массы, вокал не чувствуется ни полым, ни тонким, а как раз наоборот, в нем есть и объем, и глубина. Энергии, несмотря на требовательность к мощности источника, мне показалось более чем достаточно. Причем даже на недорогих мобильных ЦАПах типа iBass DC06 или Shanling UA3. И вроде все есть и всего сколько нужно, но настройка у модели такова, что самая нижняя часть середины немного, буквально на 5 дБ, прибрана по сравнению со своим прошлым хитом Timeless. Из-за чего басовые партии, хотя и кажутся достаточно четкими и глубокими, но не дают столько массы, как было в Timeless, а ритм партии в сравнении немного ушли на второй план. Лично мне все нравится как есть, но даже если у вас не так, то решается этот вопрос элементарно. От 100 до 300 Гц поднимаем ручки эквалайзера примерно на 5 дБ вверх. Не стоит бояться эквалайзера, это просто сверхполезный профессиональный инструмент, который позволит из отличных наушников сделать просто гениальные. А всех, кто не согласен, друзья, шлите лесом. Если же коррекции не делать, то звук будет мягким, уютным, словно домашние тапочки, и к тому же просто невероятно певучим. Так что, положив руку на сердце, та настройка, что предложил блогер Кринекл, мне тоже оказалась по душе. Просто в тяжелой или другой агрессивной музыке хочется чуток больше тела у ритм партии, а в хриплом мужском вокале больше агрессии и выразительности. Но это если прямо придираться. А так слушал у них соло, разные металл, рок, этническую, электронную, естественно, джазовую музыку. И на всем были исключительно положительные эмоции. Да, в абсолютном смысле этот звук эталонным не назвать, но он приятный, мелодичный и просто сверхпритягательный. Его хочется слушать и слушать, не прекращая. Но еще раз напомню, источник планарам нужен помощнее, чем для обычных динамиков, поэтому озаботьтесь данным вопросом. Я бы рекомендовал хотя бы 90 мВт на 32 Ома нагрузки, иначе героям обзора может и не хватить. Сравнивая лицом к лицу Диока с Timeless, у последних куда жирнее бас, но не такие, на мой взгляд, продолжительные верха и заметно более хлипкая середина. Raptgo Hook X, наоборот, намного сильнее подсвечивает длину и утонченность своих высоких частот, но частично убирает внимание с очень схожей с Timeless середины и гораздо менее акцентированных низких частот. А вот Terrain Kirin при всей своей центрированности и правильности не столь мелодичный по характеру. То есть выбор, конечно, огромный, но все модели со своими, так сказать, фишечками. Если бы я выбирал для работы или был критично настроен к максимально точной передаче контента, то смотрел бы, наверное, в сторону Kirin. Подачу Timeless легко получить из Дioka при помощи обычного эквалайзера, к тому же стоят они куда дороже. Но а Hook X это исключительно про шлейфы и затухание. А следовательно, Dioka не просто сильный конкурент, а не буквально первый, максимум второй претендент на покупку вне зависимости от ваших вкусовых пристрастий. Еще раз, не слушайте балбесов, корректируйте АЧХ по своему собственному вкусу. Главное делать это осознанно. Лично я без труда словил в них тот самый вау-эффект, причем наушники практически для этого и созданы. Здесь нет той отстраненной нейтральности, как в ТРН, нет и заметного недостатка в массе, как было почти у всех старых планарных решений. Все максимально мелодично, невероятно подробно, естественно и вовлекающе. Это одни из тех наушников, что надел и не хочется снимать. Согласен, есть нюансы в настройке, но все это меркнет, когда просто начинаешь их слушать. Ну а если совсем не имется, буквально в каждом программном плеере имеется довольно качественный многополосный эквалайзер, который поможет чуток акцентировать или ослабить звук в нужных именно вам местах. Я, повторюсь, поднял область от 100 до 250 Гц примерно на 5 дБ. Хотя уже через 10 минут прослушивания всего и так было
было достаточно. Главное, что эмоции от них просто прорва. До сих пор не верится, что за них просят всего $100. На слух я бы оценил их как минимум в 2 раза дороже. Итогом, планарные наушники 7 Гц Salnat с Dioka просто волшебно выглядят, отлично сидят, превосходный кабель в комплекте. Ну и как не отметить довольно большой планарный излучатель. Звучат же они, с одной стороны, чуть ли не идеально чисто, со всеми необходимыми нюансами и отработкой затуханий, а с другой просто завораживающе мелодично, тепло и естественно. Чуть-чуть мне не хватило акцента на нижней середине, но это легко решается эквалайзером. А так все просто невероятно зажигательно, глубоко, объемно, естественно и магнетично. Их реально хочется слушать и слушать. Тем, кто ищет свой вау-эффект в районе $100, это моя первая и, наверное, самая главная рекомендация. Для своей ценовой категории это просто мега-хит и, как говорится, must-have. Невероятно круто, друзья, я оценил. Очень серьезные наушники. Ну, а на этом, друзья, у меня все. Это были Dioka от 7 Гц с настройкой Crinacle. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне в социальных сетях ВКонтакте и Телеграме. Там тоже, друзья, много всего интересного. Собственно, пока.